Один маленький шаг для человека, один гигантский прыжок для человечества. Я был горд за страну гораздо больше, чем был горд за себя. Здравствуйте, любители поразбираться в полетах на Луну. Я уже выпустил видео про лунные роверы, в котором довольно убедительно показано несоответствие с условиями Луны. Эти несоответствия совсем небольшие, однако попробуйте оценить, в какую сумму обошлись эти ролики их заказчикам. Разве можно было ожидать в таких драгоценных роликах больших несоответствий? Нет, скорее удивительно, что они вообще нашлись. Но ведь с другой стороны, честно и с надеждой просматривая самые разные ролики про Луну, я не нашел в них ни единого факта, доказывающего однозначно, что они сняты в условиях Луны. И это несмотря на то, что в условиях Луны можно было легко придумать, как это сделать. Например, поставить на ровер легкий парус. Если он не надувается при движении, значит это вакуум. Но ничего на это хотя бы отдаленно похожего ни на одном ролике нет. Или показать всему миру, как астронавт поднимает ровер. При массе в 210 кг ровер должен весить на Луне в 6 раз меньше, то есть около 35 кг. Тогда поднять его можно одной рукой, чего уж проще. Еще убедительнее это бы выглядело, если бы ровер был поднят вместе с астронавтом, сидящим в нем. Ничего похожего нигде и в помине нет. Я могу легко придумать и еще много аналогичных доказательных опытов. Но нет, у создателей роликов не хватило ума даже просто поставить камеру на штатив, чтобы изображение хотя бы не прыгало. Как будто намеренно сделан бешено дорогой ролик, абсолютно ничего не доказывающий. Более того, с подозрениями на подделку. Уверен, в глубине души каждый из нас болеет за полеты на Луну, как за гордость человечества. Хочется верить, что мы уже способны посещать Луну. Разумеется, что даже доказанная подделка роликов с роверами не исключает пребывание человека на Луне, поскольку неизвестна причина такой подделки. Некоторые ведь сомневаются вообще даже в официальности этих роликов. Зато известен ролик под многообещающим названием «Неопровержимые доказательства пребывания на Луне. Лунная гравитация». Этот ролик призван развеять все сомнения. То есть вы все опровергуны, врете про пояс Ван Аллена, и про необыкновенную выносливость астронавтов, и про цвет Луны, и про странное поведение ракеты Сатурн-5, ну и так далее. Гляньте-ка лучше на наш ролик. Ну что же, глянем. А вдруг таки были мы на Луне? Ведь это же действительно повод для гордости. Итак, глядим. Первый сюжет сразу охлаждает энтузиазм, хотя его создатели считают иначе. Действительно, столь серьезное дело будет зависеть от того, удастся ли нам разглядеть маятник на видео или нет. Уж больно плохое качество у этого ролика. Разбираться с ним придется долго, поскольку к ролику прилагается целый научный труд. Поэтому оставим его пока в покое и посмотрим следующее неопровержимое доказательство. Это сюжет с подбрасыванием какого-то мешка. Странно, что кроме странного мешка для такого важного опыта ничего более подходящего не нашлось. Можно понять так, что это вообще был не опыт, а просто избавление от мусора. Но это ведь отлично, поскольку снижается вероятность постановки. Давайте с надеждой анализировать увиденное. Тем более, что нам с цифрами докажут пребывание человека на Луне, без малейшей иронии. Видео стабильно, и это означает, что снимала камера Apollo-16 со штатива. Обычно камеру ставили на высоте около 1 метра. Тогда мы видим перед собой некоторый подъем на местности, сначала пологий, затем более крутой. Точка приземления мешка немного выше, чем место, где стоит астронавт. Старт мешка происходит между 0,4 и 0,5 секунды от начала видео, на высоте, возможно, даже совпадающей с высотой точки приземления. Весь сюжет длится 4,6 секунды. Тогда на наивысшей точке мешок должен достичь приблизительно на 2,3 секунды. Это половина времени полета по траектории, которая должна иметь вид параболы. Нам убедительно доказывают по формулам, что при данной высоте апогея траектории в 4,1 метра время полета в условиях Луны должно составить именно 4,6 секунды. А эти условия непростые. Вакуум и гравитация в 1/6 от земной. Автор пишет,
что за годы показа его вычислений никто их не опроверг и не смог объяснить, как такой сюжет можно подделать. Ролик англоязычный, поэтому интересно также высказывание автора в комментариях по поводу того, что его математику никто не понимает по причине слабой образованности. И это при том, что я математику автора считаю простейшей. Она должна быть вполне понятной даже школьникам. Предлагаю зрителям свой анализ сюжета. Первым делом я наложил на экран монитора прозрачную пленку и зарисовал синим фломастером положение мешка в каждый момент времени. Для каждого момента я определил приблизительно положение центра масс мешка и поставил в этом месте красную точку. В результате у меня получилась картина полной траектории мешка. На первых кадрах я отобразил зеленым фломастером положение палки, с помощью которой астронавт скидал мешок. Видим, что мешок от зрителя удаляется, поэтому надо учитывать перспективу изображения. Мы смотрим на параболу под довольно острым углом. Сразу становится очевидно, что траектория заметно отличается от параболы, а отличие следующее. Первое. Старт полета находится на высоте чуть более метра от поверхности. В тот момент, когда мешок отрывается от палки, начинается свободный полет. Но начальный участок траектории необъяснимо изогнут, чего быть не должно. Второе. Достигнув апогея траектории на 2,0 секунды, мешок зависает на этой высоте на 0,6 секунды, что тоже необъяснимо при свободном полете. Ведь в течение этого значительного времени высота положения мешка вообще не меняется. Третье. Падение мешка тоже происходит по странно изогнутой в плане траектории. Измерив с учетом перспективы высоту центра масс мешка в каждый момент времени, я построил его траекторию по точкам в плане синим цветом. На этом же рисунке я красным цветом изобразил правильную параболу. Видим, что создатели сюжета очень старались. Траектория получилась близкая к параболе. Чтобы это подчеркнуть, я допустил, что точка приземления мешка находится на той же высоте, что и точка, на которой стоит астронавт. Если же учесть увеличение высоты с удалением от зрителя, а это очень вероятно для так выглядящей местности, то траектория спуска мешка будет отличаться от параболы еще намного заметнее. Более того, начертив зеленую вспомогательную линию, я увидел, что мешок опускается не по параболе, а по прямой линии. Таким образом, данное видео не доказывает однозначно пребывание на Луне. Скорее наоборот, наличие такого видео доказывает, что оно искусственно сделано за неимением других доказательств. Остается попытаться угадать, как же делали это видео, если его снимали на Земле. Тут очень важно определить дату появления этого видео в свободном доступе. Если была возможность сделать его в студии, то ничему удивляться вообще не приходится. Ведь на студии можно сфабриковать что угодно, даже полет самого астронавта вместо мешка. Если же авторы старались уйти от таких простых, но ненадежных методов в сторону натурных съемок, то совершенно очевидно, что требуется какая-то сила, противодействующая земному тяготению. Надо, чтобы мешок летел выше и дольше при недостаточной начальной скорости. Обратите внимание на сцену. Она мала и может быть легко реализована в павильоне. В принципе, возможно даже откачать воздух. Но в нашем случае воздух наоборот полезен, поскольку замедляет движение легкого мешка. Мешок в полете вращается, поэтому варианты с ниткой затруднены, хоть и не исключаются. Если вы когда-нибудь играли с котенком, вы меня поймете. Второй вариант – легкий газ в мешке, который вдувается в мешок при броске из ящика рядом. Мешок тогда поднимется, как воздушный шар. В мешке отверстие, газ выйдет и мешок упадет. Да, это сделать сложно, но при достаточно большом количестве попыток вполне возможно. Какое количество попыток потребовалось – секрет фирмы. На этом гадание имеет смысл прекратить. Вполне достаточно сказать, что ни о какой неопровержимости в данном случае речи быть не может. Далее автор показывает сюжет с бросанием какого-то ящика. Никаких расчетов уже не приводится, но говорится, что это тоже было на Луне. Однако слово «тоже» теперь уже не подходит. Отмечу странность. Строго в момент броска камера поворачивается. Кто-то на Земле отлично среагировал и дистанционно подвинул камеру, но непонятно, почему он не сделал этого раньше.
Если он хотел зафиксировать это важнейшее доказательство, то почему же тогда он не попросил повторить бросок каким-нибудь еще более впечатляющим образом? Представляете, как было бы здорово, если бы ящик взлетел, скажем, метров на 10. Но нет, рекорд опять не состоялся. Нигде и ни разу за 6 полетов. Я бы лишил их квартальной премии. Не заботятся они о престиже человечества. Совсем. Но вернемся теперь к научному маятнику, уже несколько обескураженные, то есть не легковерные. Сам маятник устроен несколько странно, он имеет две точки подвеса и качается, изменяя скачком свою длину с 0,9 метров до 1,6 метра. Но эта странность легко объясняется тем, что маятник на Луне получился случайно при разгрузке научного оборудования Аполло-14. Нить маятника – это стропа крепления, а вес груза неизвестен. Однако надо учесть, что период колебаний такого маятника от веса груза не зависит. Здесь автор ролика допускает неточность, он в своих расчетах учитывает только 0,9 метра. Тогда период качания маятника должен на Луне составить 4,8 секунды. Так у автора и получилось. Имеются таблицы, составленные по официальному фильму на 18 периодов колебаний этого маятника. Неточность автора значения почти не имеет. После начала качания, очень скоро, период начинает зависеть только от меньшей длины нити, то есть 0,9 метра. Проводились расчеты, а также натурные испытания и в земных условиях. Вот таблица. Период колебаний маятника на Земле определен в 2,2 секунды. Приведены снимки места на лунном модуле, где получился маятник. Не остается сомнений в том, что все параметры маятника истинные. Таким образом, если не найдется возражений по фильму, то пребывание в лунных условиях станет доказанным фактом. А такие условия имеются только на Луне. Вариант замедленного воспроизведения фильма с целью увеличить период маятника считается невероятным, поскольку движения астронавтов получаются тогда нереально быстрыми. Тем не менее, помня казус с предыдущим неопровержимым доказательством, проведем сами анализ фильма с маятником. Первая представленная в фильме сцена опять невелика. При необходимости ее вполне возможно воссоздать в земном павильоне. Качество съемки предельно низкое, что трудно объяснимо, ведь камера установлена на штативе, а для Аполло-14 есть видео НАСА с такой камеры и получше качеством. Второе. Груз на крепящей стропе имеется, и он довольно большой по размеру. Его не опознать, вес груза нигде не приводится. Это странно. Третье. Маятник качается так, что виден только его ход влево. Ход вправо не виден из-за какого-то предмета, упоминания о котором тоже нигде не найти. Четвертое. И вот, наконец, находка, выходящая за пределы допустимых странностей. Смотрите, маятник самостоятельно, без видимых воздействий, резко увеличил амплитуду своих качаний. На предыдущем периоде груз не выходил за пределы предмета справа, а на следующем, без каких-либо воздействий со стороны астронавтов, далеко вышел за пределы предмета. На следующем периоде груз снова не виден. Не могу понять, каким образом создатели этого фильма и ученые, разбиравшие буквально каждый период качания, прошляпили такой прокол, ведь он же сразу все меняет. Действительно, ведь увеличение амплитуды имеет единственное объяснение – маятник искусственно раскачивают. Вот как это делается. Видим, что достаточно просто уменьшать немного длину нити, когда ее не видно из-за предмета, а потом опять удлинять. Получаем незатухающие колебания. Но спрятанный где-то дергатель перестарался. Он так дернул, что маятник резко увеличил свою амплитуду качаний. Пятое. Выраженное этим открытием, посмотрим на начало колебаний маятника. Прекрасно видно, что нить провисает и изгибается при предельных отклонениях влево. Это может происходить либо при чрезмерном увеличении действующей длины стропы дергателем, либо от сопротивления воздуха, ведь стропа плоская. По виду провисания похоже, что и то, и другое имеет место. Шестое. Таким образом, установлено окончательное бесповоротное наличие подлога в этом фильме. Это дешевая постановка. Остается объяснить, как можно добиться увеличения периода качания. Первое средство – сопротивление воздуха. Оно замедлит свободное движение, а затухание движения можно устранить дерганием нити.
Мне удавалось таким образом легко добиться периода в 2,5 секунды для земных условий. Это немного для воздуха, но можно ведь накачать в студии и более плотный и тяжелый газ, а после замедлить скорость воспроизведения заснятого. Поскольку липовые астронавты непременно должны находиться в сговоре с создателями фильма, они могут двигаться намеренно быстро при съемке, чтобы замедление выглядело естественно. Вот и вся несложная кухня. Дальше уже очередь ученых с их школьными вычислениями. Если анализ роликов с роверами не убедил меня в полном провале путешествий на Луну, то вот эти два неопровержимых доказательства уже добились много большего. Буду благодарен за опровержение. Конечно же, это мое видео лишь капля в море бесконечных вопросов к НАСА, ответов на которые мы вряд ли дождемся. Спасибо за внимание. До новых встреч на YouTube.